Привет, друзья! Сегодня вот такая веселая задачка. В левой части между этими единичками как-то нужно расставить математические знаки. Ну или знаки математических операций. Вот как-то здесь, чтобы в результате получить выражение, значение которого равно 5. Ну что ж, попробуйте это сделать, а мы покажем, что у нас получилось. Итак, ну понятно, что самые простые знаки это прибавить, вычесть, плюс, минус. Ну давайте попробуем с ними поработать. Если поставить плюс и плюс, получим тройку. Ну, уже близко к пятерке, но все равно это нас не устраивает. Можно объединить 1 и 1, это не запрещено, в число 11. Сказать, 11 минус 1 это 10. Ну ладно, это пока нам не подходит, хотя в результате к чему-то может привести. Ну, давайте посмотрим, все-таки какие знаки мы знаем. Сложить, вычесть, умножить, разделить, скобки, это знаки скобок. Дальше корень арифметический квадратный. В старших классах есть логарифм, там тригонометрия всякая, синусы. Есть знак модуля числа. Ну, можно писать модуль А, О. И есть знак факториала. Факториал А. Или N обычно пишут, потому что он ставится рядом с натуральным числом. Факториал. Факториал. Красивое такое слово. Что оно означает? Факториал тройки – это произведение всех чисел от единички до тройки, натуральных, последовательных. Получим 6. Ну вот, к примеру, 6 факториал. Это будет 1 умножить на 2, умножить на 3, умножить на 4, на 5 и на 6. Это что? Это 720, если посчитать. Вот здесь факториал пусть будет. Вот так. Ну, по определению скажу, что 0 факториал равно единице, и единичка факториал равно единице. Это по определению так. Ну, ладно, ладно. Может, и есть какие-то еще, но вспомним по ходу действия. Ну, давайте пока с единичками разберемся. Если сложить 1 плюс 1 плюс 1, это получим 3. А если взять факториал, мы сказали, что это будет 6. Вот это уже записано у меня 6. Видели? Возникает такая идея, а что если взять еще один факториал от этой шестерки? 6 факториал 720. У меня записано 720. Смотрим на знаки. Можно попробовать корень из 720 извлечь. Это примерно получится 20, по-моему, 6, если я не ошибаюсь, 8 и так далее. О, какое число. Вот если я извлеку корень из этого числа, я получу корень из 720, примерно 26,8. Теперь у меня записано 26,8. Что же делать? Нужна пятерка. А если я извлеку корень из 26,8, то есть корень из 26,8 и так далее, здесь лучше написать, может быть, и так далее, ну вот я пока так записал, то я получу примерно 5,1, но число-то само будет вот такое, правильно? Поэтому лучше написать 5,1 и так далее. Вот это то, что сейчас будет написано, если я поставлю второй знак корня. Вот это все будет 5 целых и какая-то десятичная дробная часть. Уже близко к пятерке. И тут нужно вспомнить одну вещь. Если факториал показывают в пятом классе, то в девятом, 11 классе там целый раздел даже есть, целая тема, целые дробные части числа. Вот значок целой части числа – это две квадратные скобки. Целая часть числа. Вот такая операция, нахождение целой части. Ну, например, если число будет 2 и 3, то целая часть числа будет равна 2. Ну, а если у нас число 5,1 и так далее, то чему равна целая часть этого числа? Однозначно 5. Таким образом, поставив значок целой части около нашего выражения, мы получаем нашу пятерку. Ну что ж, записываем ответ, хотя он тут ясен и очевиден. Итак, ответ. Нужно взять целую часть
от корня квадратного арифметического из корня квадратного арифметического от числа 1 + 1 + 1 факториал и факториал от этого нового числа, от факториала, и закрыть знак целой части. Вот это будет ответ на вопрос задачи. В качестве домашней задачи хочу предложить вам похожую. А проделайте то же самое с 3 нулями. Вот как из 3 нулей при помощи математических знаков математических операций можно получить пятерку. Ну что ж, подумайте над этим вопросом, поставьте лайк, если ролик понравился. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.